4 дня из февральских каникул мы провели в Казани. 20 февраля ночью мы сели в поезд на Казанском вокзале Москвы и уже утром были в столице Татарстана. Зима вроде бы заканчивалась, но Казань встретила нас морозами. В первый же день мы пошли гулять на центральную улицу города Баумана. По пути нам встретилась лавка с мороженым, мимо которой мы не смогли пройти, несмотря на -9. Не прошли мы и мимо электронной груши. А потом еще не раз прибегали к этому аттракциону, чтобы измерить свою силу, а главное – согреться. Ну, мне самый слабый. Ой, ну давай, вот так ты. Подержи. Так, о! Как у мамы почти. Мам, твоя очень. Я не буду. Улица Баумана, пешеходная, находится в историческом районе Казани. Напоминает центральные улицы многих больших городов. Здесь есть все – кафе, магазины, исторические особняки, храмы и другие знаковые достопримечательности. Здесь же нам посоветовали кафе «Ханума», в котором мы преимущественно и питались остальные дни. При этом в «Хануме» есть и столовая, и отдельный ресторан. Цены немного разнятся, но все вкусно, блюда как татарские, так и европейские. Погуляв по Бауману, мы поняли, что все-таки очень устали и немного замерзли. Поэтому решили прокатиться по городу на экскурсионном автобусе. Мы объехали всю Казань, посмотрели туристические места, отметили для себя, куда хотим вернуться. А вот, например, дворец бракосочетания Казан или Акбарс-арену мы решили не посещать. Достаточно видов из автобуса. Дети, утомленные ночной дорогой, морозами, впечатлениями, уснули в автобусе. Возвращались мы в сумерках, застав красоту вечерней Казани. А мы гуляем по ночной вечерней Казани. Сейчас спросим их состав. Привет. Привет, привет. На второй день морозы усилились до -15. В Кремль мы поехали на метро. Казанский метрополитен первый в России, построенный после распада Союза. Станция Кремль – отдельная достопримечательность, украшена национальными узорами с изображением Зеланта. Это мифический дракон из легенды о происхождении Казани. В целом день был посвящен Казанскому Кремлю, место, где мусульманские святыни соседствуют с православными. Такая мягкая религиозность, дающая возможность существовать исламу и христианству рядом, поразила в Казани. Не зря и День народного единства мы отмечаем 4 ноября, в День Казани. Кул-Шариф – одна из самых больших мечетей в мире, настоящее произведение искусства.
Благовещенский собор удивил своей энергией, одухотворенностью и намоленностью, ведь обычно туристические храмы теряют свой дух и становятся просто музеями. На территории Кремля находится резиденция президента Татарстана, но он за забором, и сфотографировать удалось только ворота. Здесь же, на территории древнейшего архитектурного комплекса, мы нашли кафе-музей национальной татарской кухни «Татар» с вкусными блюдами и адекватными ценами. Зарядившись хлебом и зрелищами, мы пошли в музей истории Татарстана. Он расположен рядом с Кремлем. Посмотрели экспозиции о народах, исторических веках и простом быте республики. Казань – халяльный город. Алкоголь только в европейских ресторанах. За горячительными шотами заходили в наливочную на Баумана. На третий день мы запланировали детский театр «Кукол и Кият». Билеты, кстати, покупались за месяц до поездки. Театр сказочен снаружи и внутри. Хотелось рассматривать и фотографировать все его детали. В антракте был буфет с булочками и соками, но мы ничего не покупали, потому что брали дневной спектакль и недавно позавтракали. Вместо этого успели осмотреть музей кукол в фойе Икеата. Понравился и спектакль «Аладдин». Это не просто кукольное представление, а настоящий мюзикл с танцами, актерской игрой и интересными спецэффектами. Рядом с театром находится еще одно туристическое место – татарская деревня, где все объекты стилизованы под национальное зодчество. Оттуда мы отправились в музей Чак-Чака. Была большая ошибка идти туда пешком в такой мороз. После мы уже так не рисковали и все чаще прибегали к услугам Убера или Яндекса. Такси обходилось от 90 до 200 рублей. В музее Чак-Чака нас ждало разочарование. Оказывается, на экскурсию надо было записываться заранее. Впрочем, небольшое кафе в музее тоже очень атмосферно и интересно. Здесь выпили чая, попробовали фирменный Чак-Чак. Он здесь один из самых вкусных в городе, но и цена у него высокая. Немного согревшись, мы поехали домой. Поедем летом в Казань сюда. Последний день перед ночным поездом мы прокатились на колесе обозрения вокруг света. Особенность этого аттракциона – отапливаемые кабинки. Здесь нам было тепло и уютно даже на огромной высоте. Отсюда Казань открылась по-новому, правда, все такая же заснеженная. А девчонок больше всего интересовал аквапарк «Ривьера», один из самых больших в России, который можно было подробно изучить из кабинки круга обозрения. Мы заранее решили, что не будем на аквапарк тратить день, так как половина его локаций открыты и работают только в теплое время года. В планах было посещение особняка Ушковой с уникальным и эклектическим интерьером. Но и здесь нас ждала такая же проблема, как и в музее Чак-Чака. Записываться надо заранее. Нам все же, правда не в полном составе, удалось побывать в нем. Так прошли наши 4 дня в Казани. Город интересный даже зимой. Летом вернемся?